Я давно хотел сделать видеообзор своего нового ноутбука Lenovo, и время для этого пришло. Мне его купила сестра еще в августе, и за эти почти полгода я точно уверенно могу много чего про него сказать, а также показать тесты в играх и в целом его характеристики. В моем случае у меня Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARC7, и цвет у него называется очень даже эпично Onyx Grey. Начнем с портовых комплектующих. Сзади есть один порт HDMI, один порт USB Type-C, порт для проводного Ethernet и зарядки ноутбука. Слева присутствует порт USB 3.2 Gen 1, порт для наушников и справа еще один такой же порт. Клавиатура у ноутбука очень красивая. У меня гравировка отсутствует по моему желанию, так как я печатаю вслепую и на клавиатуру не смотрю. С помощью комбинации клавиш FN Space можно включить подсветку. В отличие от старых моделей, тут есть три режима: без подсветки, со слабой подсветкой и полной. Если нажать на FN и букву Q, можно переключить режим охлаждения. И именно в модели 15ARC7 на кнопке включения ноутбука даже меняется цвет. Синий — это тихий режим, который действительно иногда даже делает ноутбук полностью беззвучным. Белый — это автоматический, который по умолчанию. И красный, который заставит ноутбук орать на весь город, но зато ноутбук греться не будет. Тачпад здесь просто божественный, и ним пользоваться — это одно удовольствие. В отличие от каких-либо других ноутбуков, которые я видел, здесь очень гибкая кастомизация. И можно сделать свайпами пальцев переключение треков на YouTube или где-либо, а нажатием нескольких пальцев на паузу. Это делается в стандартных настройках тачпада Windows 11. Яркость экрана 250 нит, IPS-матрица, Bluetooth 5.1, Wi-Fi модуль 6 поколения и самый приятный 120 Гц дисплей. При нажатии комбинации клавиш FNR можно менять герцовку с 60 до 120 и наоборот. Динамики снизу, но даже если их закрыть, будет слышно хорошо звук, пока не закрыть охлаждение. На самом деле, если он будет просто сидеть на столе, разницы никакой. Веб-камера здесь 720p и записывает 24 кадра. Для звонков это отличный вариант, но для записи видео или стримов вообще не годится. Микрофон здесь звучит примерно вот так, и самое главное, не забудь выключить улучшение звука в настройках системы, так как оно кардинально портит качество микрофона где-либо. Ой, что с RTX микрофон? Подождите, что-то не то. Вот так звучит микрофон, когда разговариваешь и печатаешь, и вроде терпимо, но все равно слышно. Перейдем к начинке. Два слота оперативной памяти всего на 16 ГБ DDR5 на 4800 МГц, оба заняты. Поддерживается расширение памяти до 64 ГБ ОЗУ. В ноутбуке имеется два слота для SSD и ни одного для HDD. Первый слот SSD форм-фактора 2280, который изначально занят. В моем случае это 512 ГБ SSD от Intel модели 660p. И спустя чуть более 5 месяцев ушло всего лишь 3%. У 15ARC7 также есть версия с терабайтом SSD. Второй слот пустой форм-фактора 2242, диски которого довольно трудно найти, но я себе поставил дополнительные 512 гигабайт. Процессор AMD Ryzen 5 6600H, и если вы так далеки, как я, от AMD, то процессор в ноутбуке чуть-чуть похуже, чем Intel Core i9 11900H. У процессора 6 ядер, 12 потоков, от 3,3 ГГц до 4,5. Сокет процессора здесь AMD FP7, то есть если очень сильно захотеть поменять процессор, можно поставить AMD Ryzen 9 6900HX или какой-нибудь Ryzen 7 6800H. Но за полгода использования ноутбука я ни разу не заметил, чтобы мне не хватало стандартного 6600H. Встроенная видеокарта здесь AMD Radeon Graphics 660M, и мне про эту встройку говорить ничего вообще. Поэтому просто покажу вам, что в меню Counter-Strike 2 здесь 20 FPS. Дискретная видеокарта в ноутбуке стоит NVIDIA GeForce RTX 3050 на 4 ГБ видеопамяти. Вышла в мае 2021 года, поддерживает DirectX 12.2. И я покажу игры, которые более-менее требовательные. Всяких Cyberpunk и Call of Duty, к сожалению, не будет, потому что они у меня не куплены. Первой в очереди будет моя любимая игра Resident Evil 2, которая вышла в 2019 году. Настройки графики высокие, где-то максимальные, но тени на низких. Очень даже стабильные 120 кадров, иногда может просесть до 110, иногда поднимается до 140, никаких микрофризов нет, за исключением моментов, где нужно открывать двери и прогружать новую локацию. Но это даже не всегда. Вторая игра у нас Counter-Strike 2. Ультра настройки графики, а если бы точнее, то полностью все на максимуме, включая тени.
Мне посоветовали попробовать Deathmatch, так как нам больше потребления, поэтому мы получаем фактически стабильный 120-кадровый VSync. Иногда кадры растут до 140, а где-то до 130, либо FPS может упасть в каких-то местах до 100 на пару секунд. Далее Titanfall 2, которая по графике очень красивая. Я отключал вертикальную синхронизацию, но FPS выше 144 не поднимается. Видимо, это уже программное ограничение, чтобы не было преимуществ. В общем, никаких микрофризов и лагов, игра идет полностью стабильно, но в сильно жирных моментах кадры проседали до 110. В общем, если играть с VSync, разницу не заметите. GTA 4. Ультра настройки графики, с помощью патча снял ограничения на видеопамять, получаем стабильные 60 кадров, микрофризов тоже нет. Если выкрутить тени на минимум, то можно добиться 120 кадров. А теперь Need for Speed Heat. Проблема точно такая же, как Titanfall 2, но еще хуже. Ограничение кадров на 60, хотя в настройках игры и в драйверах они не стоят. Кадры выше 60 не поднимаются, но и при этом не падают ниже 60. Ультра настройки графики, поэтому можно спокойно играть с принудительной вертикальной синхронизацией. Ну и последней игрой будет PUBG. Минимальные настройки графики, и тут все очень неоднозначно. В каких-то местах кадры могут просесть до 70, в каких-то до 140, а где-то могут держаться стабильно на 120 или 130. Я думаю, если поставить вертикальную синхронизацию, то игра будет очень даже стабильно и плавно работать. Напоследок подмечу, что здесь очень маленькие рамки, а также возможность заблокировать камеру. Так что поколение изолент в ноутбуках уходит в прошлое. У меня ролик получился без воды, поэтому он длится всего лишь 6 минут. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, как вам ноутбук и в целом мой ролик. Желаю всем удачи, хорошего начала учебы и до скорой встречи.